Дисклеймер. Все материалы были взяты с открытых источников. Возможно, неприятные сцены. Просмотр видео не рекомендуется лицам младше 18 лет. Автор сценария. Маша Рябинина. Реконструкция. Каким образом Эрику удалось спрятать такое огромное количество оружия? Ответа на этот вопрос нет до сих пор. 15 месяцев назад они взломали автофургон и украли из него электронику. За это они были арестованы по уголовным обвинениям в преступном посягательстве и воровстве. Одним огонь было приказано пройти специальные курсы, призванные предотвращать. Телефон звонит, это может быть кто угодно, но на звонок надо ответить, да? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please hold back. Приветствую, друзья! На днях мне позвонил неизвестный номер поздно вечером. Я взяла трубку, и в ответ была кромешная тишина. Меня заинтересовала данная тема, я как истинный пользователь всемирной паутины решила углубиться в этот вопрос и откопала для вас по-настоящему эксклюзивный материал. Поначалу большинству из вас может показаться, что это параноидальный бред или мания преследования, но не спешите с выводами, дамы и господа. В этом видео вы узнаете, чем может обернуться обычный на первый взгляд телефонный звонок. Это видео служит для того, чтобы обезопасить вас, и чтобы вы были внимательны, когда даете номер незнакомым людям. Будет очень интересно, присаживайтесь поудобнее, сделайте себе перекусить. Меня зовут Маша Рябинина, приятного просмотра. Нейронные сети плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Они могут уже генерировать животных, картины, писать целые музыкальные произведения. Видео об этом я уже делала ранее, можете посмотреть. Они здорово способны упростить жизнь среднестатистического человека. Но вместо с этим они могут и доставить кучу проблем. Более того, можно с помощью нейронных сетей генерировать речь любого человека. Вашего знакомого, вас, меня. С этой ситуацией столкнулся мужчина из Канады. Ему позвонила якобы его дочь и попросила денег, сославшись на проблемы. Причем сумма была внушительная. Но мужчине ничего подозрительного не показалось, поскольку слышал голос своей дочки. По происшествию некоторого количества времени, когда девочка вернулась домой из школы и отец стал ее допрашивать, тут она и рассказала отцу, что не звонила, денег не просила. Но накануне она говорила с неизвестным человеком по телефону. Как оказалось, это вполне хватило, чтобы сгенерировать голос девочки и подменить его. Мужчина рассказал, что голос своей дочки было не отличить от настоящего. Представим себе более удручающую картину. Вы потеряли близкого человека, и тут он вам звонит. В таком эмоциональном нестабильном состоянии люди наиболее подвержены моральному давлению и прессингу. Так и случилось в следующем случае. Мама потеряла своего сына. Прошло примерно неделя, и тут раздается тот самый звонок, который разделит жизнь женщины на до и после. В трубке она услышала голос своего сына. Тот, в свою очередь, терся в доверие и попросил дать денег. А я хочу напомнить, что в таком состоянии легко поверить во все, и тем более, учитывая, что это произошло совсем недавно. Когда же женщина перевела деньги таинственному человеку, который прикидывался ее сыном, тот незамедлительно хотел закончить разговор, но женщина попросила поговорить еще немного. Человек на другом конце провода затем бросил трубку. Когда же женщина пришла в себя и успокоилась, она смекнула, что к чему, и незамедлительно пошла в местное отделение полиции, где все рассказала шерифу. Сотрудники пытались отследить, откуда был совершен звонок, но все попытки были тщетные, потому что злоумышленник пользовался одноразовой техникой и сим-карты, которые закупался на разных теневых формах, естественно, полностью анонимно. Единственное, что удалось узнать сотрудникам полиции, это то, что человек, который работал в морге, сливал данные в интернет умерших людей и зарабатывал этим дополнительно. Ему было затем предъявлено обвинение по статье превышения должностных обязанностей. Друзья, не знаю, каким беспринципным мудаком надо быть, чтобы делать подобное, на что люди только не пойдут ради денег. Помимо этого, полиции удалось выяснить, откуда оказался голос мальчика у злоумышленника. В аккаунте сына был видеоролик, где мальчик читает стих. Именно с этого ролика предположительно был взят голос, а затем обработан нейросетью. Доступность — это еще одна проблема. К примеру,
примеру, на GitHub, как и ряд других формах, лежат разные программы с открытым исходным кодом по генерации голоса, а это означает, что их может скачать любой человек бесплатно и без особых знаний программирования подделать голос. Чем больше прогонов через нейросеть, тем лучше конечный результат. Это реально пугает. Я скачала и попробовала. Я не буду говорить специальное название прог, чтобы не было соблазна испробовать, но кому надо, тот найдет. Даже у меня получилось разобраться, что и как работает. Или вот еще, как обычно, телефонный звонок может полностью парализовать работу метро. Некий человек позвонил в службу безопасности, но только здесь он голос не менял, а подменил номер. Диспетчеру высветилось, что ему звонят с номера с конкретной станции и сообщили, что в одном из вагонов что-то похоже на взрывное устройство. Диспетчер принял решение срочно остановить движение и эвакуировать людей. Но как позже стало ясно, что никакая служба безопасности не звонила. Более того, в первый раз слышит о такой информации. Но как всегда, нашли козла отпущения в виде диспетчера. Потому что непосредственно именно он дал распоряжение остановить поезд и остановить полностью движение в метро. Человека, который позвонил на пульт диспетчера, не смогли вычислить до сих пор. Бывали также случаи, когда просто звонили и представлялись чуть ли не мэрами конкретных городов и просили либо выключить светофоры, выключить электричество и так далее по списку. И раскрываемость такого рода киберпреступлений крайне низкая, удручающая статистика. Одно дело поймать человека, который ограбил банк по горячим следам и по камерам вычислить преступника, а совсем другое, который находится непонятно где и постоянно использует левое оборудование, которое после так называемого своего черного дела утилизируют в ближайшей мусорке. Даже глава ФБР Кристофер Рэй признается, что у них нет всех возможностей контролировать все входящие и исходящие звонки на линии. Звонков совершается каждый день миллионы, а в штабе специалистов явно не хватает. Их всех перебрать в ручном режиме чисто физически невозможно. Есть такой фильм под названием «13 грехов» 2014 года. Сюжет фильма повествует нам, что главный герой простой офисный клерк Эллиот Бриндл, на которого в последнее время свалилась целая гора проблем. Однако на автостоянке Эллиот получает таинственный звонок с неизвестного номера. Голос по ту сторону рассказывает о некой игре, победитель, который может выиграть баснословную сумму в размере нескольких миллионов долларов. Необходимо выполнить 13 заданий разной степени сложности. Мало кто знает среди обывателей, но сюжет фильма был взят с реальной истории. Только она чуть отличается от экранизации фильма. В самой истории также позвонили мужчине с неизвестного номера и предложили сыграть в некую игру на деньги. Поначалу задания были простые по типу отнести вещи из точки А в точку Б, или перевести пенсионера через дорогу и так далее. Мужчине, правда, поступали начисления с одного австралийского банка. Но чем дольше длилась игра, тем выше были вознаграждения, но и безумнее стали задания. Последнее задание было убить прохожего человека. Этот случай максимально старались сначала скрыть местные власти. История стала известна только спустя год, когда звонков стало много, людям звонили и предлагали сыграть в игру под предлогом быстрого денежного вознаграждения. Но никто не дошел до последнего задания. Единственное, что отличалось, это банки, с которых приходили деньги. Этим делом в свое время заинтересовались ФБР, специальный отдел, который борется с киберпреступностью. Но единственное, что им удалось выяснить, это то, что все звонки совершались не на территории страны, а за ее пределами. И выбирали специально те банки, которые не находятся в юрисдикции ФБР. Сотрудники предположили, что в этом могли быть замешаны террористы, которые хотели, чтобы люди сеяли хаос и наносили вред стране, и общую панику среди населения. Это теория искусственного подтверждения, что все стало происходить после терактов 11 сентября, когда террористы захватили 4 самолета и совершили террористические акты, врезавшись в башни-близнецов. Но кроме того, была еще одна версия таинственных звонков. Существовала еще одна организация, у них были свои спонсоры, которые спонсировали эти игры. Но в любом случае организаторов не удалось найти, и звонков больше не было, по крайней мере, информация об этом отсутствует. Вы наверняка знаете случай, когда вам звонит якобы человек и представляется сотрудником службы безопасности банка, чаще всего Сбербанка. В ходе непринужденного общения ваш собеседник уговаривает вас сказать ему данные от карты, сославшись на подозрительные транзакции с вашей карты на другой счет. Этими историями полон интернет. Зачастую этим занимаются зэки, тупо покупают данные о пользователях банка и начинают прозвон. Администрация тюрьмы может даже и знает об этом, но ничего не предпринимают. Возможно, они что-то имеют с этого, но это не точно. Этот способ стар как мир. Но я хочу вам рассказать кое-что новое. Об этом разводе стало известно совсем недавно. Чтобы списать с вас деньги, достаточно просто ответить на входящий звонок.
В этом вы максимум, что услышите, это робота или рекламу, но пару секунд будет вполне достаточно, чтобы опустошить деньги на вашем мобильном телефоне. В такую неприятную историю попал житель Москвы, когда ему позвонили неизвестный номер. Чуть позже ему пришла смс, которая повествует, что у человека не хватает денег, чтобы пользоваться услугами оператора. На счету было 1500, и все снялось до копейки. Мужчина не стал обращаться в полицию, посчитав, что оно того не стоит, и в любом случае мошенника будет сложно найти. Да и сумма не настолько велика, чтобы ради этого мотаться по отделениям полиции и что-то пытаться решить. Еще если взять нашу бюрократическую систему, вы скорее всего потратите много сил и времени на заполнение разного рода бумажек и заявлений. Безрезультатно. Это одна из основных причин, почему мошенников подобного формата не ловят. Люди спускают все на тормоза и не обращаются в отделение полиции, скорее пытаются забыть про инцидент. Да и просто будем честны, что пока полиция будет пытаться их найти в интернете и задержать мошенников, в это время придумают еще с десяток извращенных способов мошеннических схем, как отнять деньги у населения. В купе с современными технологиями это делает их практически неуязвимыми. Или вот еще показательный пример. Но только там использовался не робот, а живой человек. Молодой девушке позвонили, и человек на том конце провода откровенно стал тянуть время. В общей сложности они проговорили 5 минут и совершили звонок. Минус 1000 рублей всего за 5 минут разговора с незнакомцем, и такой результат. Какой итог можно подвести к сегодняшнему видео? Даже не знаю, друзья. Современные возможности позволяют совершить нереальные злодеяния. Это уже не фантастика, это, увы, та реальность, в которой мы живем. Либо мы принимаем правила игры современного мира и пытаемся использовать технологии во благо, или же мы отказываемся от всего нового, но тогда мы себя ограничиваем и попадаем в зону риска. Когда вам позвонил друг или даже знакомый, которого вы знаете десятки лет, может быть, это окажется вовсе не он, а программа. По-настоящему не по себе становится от того, что способа защититься от этого не существует. Единственное, что могу вам посоветовать, это не раздавать номер направо и налево. Если вы заподозрили что-то странное, переспросите собеседника, о чем только вы знаете, и тот, с кем общаетесь. И будьте аккуратны, когда отвечаете на очередной звонок. Быть может, это сможет уберечь вас от проблем. Но это уже совсем другая история. По традиции подписывайтесь на канал, также поддержите видео лайком, если вам оно, конечно же, понравилось. Друзья, вступайте в мою ламповую группу ВК. Все полезные ссылки вы сможете найти в описании под роликом. С вами была Мария, не прощаюсь. Алло, я вас слушаю. Говорите.